на призы акционерной компании «Железные дороги Якутии». На ковер А приготовятся борцы весовой категории 80 килограммов Артур Слепцов, Республика Саха-Якутия, Ярослав Сивцев, Республика Саха-Якутия. На ковер Б приготовятся борцы весовой категории 51 килограмм Александр Сидоров, Республика Саха-Якутия, Геннадий Максимов, Республика Саха-Якутия. На ковер С приготовится в весовой категории 55 килограммов Андрей Иванов, Иван Голиков, оба Республика Саха-Якутия. На ковер А приглашаются борцы весовой категории 80 килограммов Артур Слепцов, Ярослав Сивцев, оба борца из Республики Саха-Якутия. Приготовятся Альберт Ефимов, Владимир Басов. На ковер Б приглашаются борцы весовой категории 51 килограмм Александр Сидоров, Республика Саха-Якутия, Геннадий Максимов, Республика Саха-Якутия. Приготовится Кирилл Кономов, Илья Дворков, весовая категория 65 килограмм. На ковер С приглашается Андрей Иванов, Иван Голиков, оба Республика Саха-Якутия. Приготовится Дюлустан Педотов, Владимир Александров, весовая категория 45 килограммов. Finale kita na. Kita hero ko rin. Finale kita na.
На ковре чисто техническую победу одержал Артур Слепцов, Республика Саха-Якутия. На ковер приглашаются Альберт Ефимов, Владимир Басов, оба Республика Саха-Якутия. На ковре С чисто техническую победу одержал Андрей Иванов. Вызывается Юлусхан Федотов, Владимир Александров, оба Республика Саха-Якутия. На ковре Б победу одержал Геннадий Максимов, Республика Саха-Якутия. На ковер Б приглашается борцы весовой категории 65 килограммов. Кирилл Кононов, Республика Саха-Якутия, Илья Дворко, Республика Беларусь. На ковре А чисто техническую победу одержал Владимир Басов, Республика Саха-Якутия. Приглашаются на ковер весовой категории 60 килограммов Эрел Диадоров, Республика Саха-Якутия, Игорь Тарасов, Республика Саха-Якутия. На ковре Б чисто техническую победу одержал Илья Дворко, Республика Беларусь. На ковер приглашается Олег Кисляков. На ковер приглашается Олег Кисляков, борец с синим трико. На ковре С чисто техническую победу одержал Юлусхан Федотов, Республика Саха-Якутия. Вызывается весовая категория до 71 килограмма. Данил Прокопьев, Республика Саха-Якутия. Балдан. Весовая категория 42 килограмма. Ввиду неявки соперника победа присуждается Олегу Кислякову, Республика Саха-Якутия. Балдан Жаргалов, Республика Бурятия. Сегодня свой 70-летний юбилейный день рождения отмечает мастер спорта СССР, четырехкратный чемпион Украины, второй призер Кубка СССР, заслуженный тренер Республики Саха-Якутия, почетный гражданин Верхнеивлийского УЛУСа, уважаемый Валерий Николаевич Семенов.
Данил Прокопьев, Республика Саха-Якутия, Балтан Жаргалов, Республика Бурятия, на ковре С. На ковре А. Победу по очкам одержал Игорь Тарасов, Республика Саха-Якутия. Приглашается на ковер Александр Соломонов, Республика Саха-Якутия, Буян-Кышик, Уаган-Баяр, Монголия. Хорошо. Схватка Андрея Иванова и Валерия Корякина будет через 11 минут.
На ковре Б. В схватке Максимова Геннадия и Федорова Дмитрия осталось 10 минут. На ковре А чисто техническую победу одержал Буян Кышик Уаганбаяр, Монголия.
На ковре приглашаются борцы весовой категории 60 килограммов. Игорь Тарасов, Республика Саха-Якутия, Алтаир Аюн, Республика Тыва. На ковер Б приглашаются Геннадий Максимов, Республика Саха-Якутия, Дмитрий Федоров, Республика Саха-Якутия. На ковре С борется Андрей Иванов, Валерий Корякин, оба Республика Саха-Якутия. Весовая категория 55 килограммов. На ковре чисто технически победу одержал Алтаир Аюн, Республика Тыва. Приглашается на ковер борцы весовой категории 48 килограммов. Нюргун Алексеев, Республика Саха-Якутия, Баир Намсараев, Забайкальский край. На ковера
Повторно приглашается Баир Намсараев, Забайкальский край. с вами договорились насчет номера, нам двухместный. Во-первых, двухместный, нам такой пацаны все живут в отдельном офисе. Скажи, что я такой его обратно, никаких объяснить, ничего не оплачивать. Потому что там с деньгами, когда тяжелый случай, там что-то не мутят, там не мутят, это я не знаю. Я сам отдаю ту сумму, которая не обозначена. А другие у меня, они там 45 стоят. Ну вот и напиши, что этот человек, скажи, никакого отношения там расселения, он только обратно будет возвращаться, и пусть готовят, если она там будет, и ее, блядь, спусти нахуй. На ковре чисто техническую победу одержал Баир Намсараев, Забайкальский край. На ковре С победу одержал Валерий Корякин, Республика Якутия. На ковре Б победу по очкам одержал Дмитрий Федоров, Республика Саха-Якутия. Приглашается на ковер Илья Дворко, Республика Беларусь, Артур Попов, Республика Саха-Якутия. Борцы весовой категории 65 килограммов. На ковре С вызывается Данил Прокопьев, Республика Саха-Якутия, Балдан Жаргалов, Республика Бурятия. Да, Якутск, Красноярск, Иван-Удэ уже было все.
2 балла синему, 2 балла красному, балл синему, 2 балла синему, 2 балла синему, и еще раз 2 балла синему. Итого общий счет 13-4. Челлендж выигран. Браста. Доктор на ковер С. На ковре схватку на туше выиграл Баир Намсараев, Забайкальский край. Приглашается на ковер борцы весовой категории 60 килограммов. Ян Катахинов, Республика Саха-Якутия, Айкар Марков, Республика Саха-Якутия. Челлендж ковера. На ковре Б. Победу по очкам одержал Артур Попов, Республика Саха-Якутия.
На ковре С победу одержал Данил Прокопьев, Республика Саха-Якутия. Дилусхан Федотов, Никита Элясов, оба Республика Саха-Якутия на ковре С. Весовая категория 45 килограммов. Челлендж ковер А. 2 балла синему. Челлендж проигран. 1 балл красному. Славка, эти запискалары кімәтелері? На ковре С с красного угла представитель Республики Саха-Якутия Дилусхан Федотов. Синего Никита Элясов. Республика Саха-Якутия. Челлендж ковера. Челлендж ковер А. 2 балла красному. Челлендж выигран. Братуйте, ви знаєте, що це? Доказання науки. Військово докрадувати. Ну, да ладно. Я не спакал лоботровцы. Лоботровцы не терпят. На ковре С чисто техническую победу одержал Никита Элясов, Республика Саха-Якутия. Вызывается Степан Колесов, Республика Саха-Якутия, Аликирзо Бахромов, Таджикистан. Окей, так.
На ковре победу по очкам одержал Ян Катахинов, Республика Саха-Якутия. Демоны. Вызывается весовая категория до 71 килограмма. Степан Колесов, Республика Саха-Якутия. Алиризо Бахромов, Таджикистан. На ковре Б. Схватку по очкам одержал Винокуров Вадим, Республика Саха-Якутия. Пока останавливаем схватку до 71. 55 килограммов будут бороться. Валерий Корякин, Эдуард Явловский. Оба Республика Саха-Якутия. Вадим Кайдыдин. На ковер Б приглашается борцы весовой категории 51 килограммов. Константин Холощук, Республика Саха-Якутия. Михаил Осипов, Республика Саха-Якутия.
На ковер С вызывается Валерий Корякин, Эдуард Явловский. Оба Республика Саха-Якутия. Весовая категория 55 килограммов. На ковре Б победу по очкам одержал и продолжает борьбу за бронзовую медаль Осипов Михаил, Республика Саха-Якутия. Семенович. На ковер А приглашается Баир Намсараев, Забайкальский край, Даржи Дугаров, Забайкальский край. На ковре борцы весовой категории 48 килограммов. Борьба за выход за бронзовую медаль. Борец в красном трико Баир Намсараев, Забайкальский край. Борец в красном трико Баир Намсараев, Забайкальский край. Борец в синем трико Даржи Дугаров, Забайкальский край.
Чисто техническую победу одержал Эдуард Явловский, Республика Саха-Якутия. На ковер вызывается весовая категория до 71 килограмма. Степан Колосов, Алиризо Бахромов. С красного угла представители Республики Саха-Якутия Степан Колесов. С синего представитель Таджикистана Алиризо Бахромов. Чистую победу в туше одержал Алиризо Бахромов, Таджикистан. Вызывается весовая категория до 45 килограммов. Максим Сальников, Приморье, Михаил Сергеев, Республика Саха-Якутия. На ковре чистую победу одержал Дарши Дугаров, Забайкальский край.
Чистую победу на туше держал Михаил Сергеев, Республика Саха-Якутия. На ковре приглашаются борцы весовой категории 60 килограммов. Ян Капыкинов, Республика Саха-Якутия, Арсен Андрусов, Республика Саха-Якутия. Вызывается весовая категория 55 килограммов. Артем Минохуров, Республика Саха-Якутия, Дархан Каримов, Республика Саха-Якутия. На ковре бы до встречи Осипова Михаила и Поднебесова Эльдара осталось 10 минут. Доктор, на ковер С, пожалуйста. На ковре чисто техническую победу держал
Ян Катакинов, Республика Саха-Якутия. И выходит на схватку за бронзовую медаль. На ковер приглашается борцы весовой категории 38 килограммов. Андрей Потапов, Республика Саха-Якутия, Сарел Никитин, Республика Саха-Якутия. Приготовится Эрхан Николаев, Дмитрий Неструев, оба Республика Саха-Якутия. Чистую победу одержал Дархан Каримов, Республика Саха-Якутия.
На ковре схватку по очкам победил Андрей Потапов, Республика Саха-Якутия, и будет бороться за бронзовую медаль. Приглашается на ковер борцы весовой категории 38 килограммов. Эрхан Николаев, Дмитрий Нестроев, оба Республика Саха-Якутия. На ковер год приглашаются Михаил Осипов, Республика Саха-Якутия, Эльдар Поднебесов, Республика Саха-Якутия. На ковре схватку Матуша выиграл и будет бороться за бронзовую медаль Дмитрий Нестроев, Республика Саха-Якутия. Эрхан Николаев, Республика Саха-Якутия.
На ковре Б схватку Натушев выиграл и будет бороться за бронзовую медаль Эльдар Поднебесов, Республика Саха-Якутия. Финальные схватки за третье место и за первое место начнутся в 2 часа дня. Никита. Представитель Монголии, если есть, пожалуйста, подойдите к судейскому столу. Представитель Монголии, просим подойти к судейскому столу. الناس راه من عندك مصابة الدور 12 خدت مصابة الدور За ковром одно действие оценили. какое действие оценили? На процессе Вот смотри, откуда пошло, когда видео смотрели на понимание. Мы даже оценили, как попало, потому что видео не видно. Позвони. Бал оценил в мою пользу. Я тоже бал оценил, потому что мы не видели понимания. Повтор для этого движение.
кто это? А такую имя не Ким это? Не Ким Рафаэловка. Не Ким Рафаэловка. Не Ким Рафаэловка. Когда бросок делает, любой бросок. Любой бросок. Правило, открой правило, там вот это стой. Правильно. Все, ладно, все. Я еще не спорю. Есть 4 балла явные. Он на коленях, атакуй ему на коленях. Там даже если амплитуда, то права. Вот видишь, он на коленях. Вот, стойка же это, стойка же это. Ну стал же он с колени. А ты что сделал? Стал же. Да, сольный папа, сольный папа. Ну вот, тогда стойка же подойти. Это же амплитуда уже пошло, но оно началось. Нет, наоборот, когда если он на коленях стоит, и ты его отрываешь и бросаешь, тогда это 4. А здесь наоборот. Здесь он бросает ему на колени. Потом вот так рядом они так стоят. Нет, тут он так стоит. Нет. Здесь я хотел там, здесь сюда, там где-то. Bahar di mana? Anda keluar di dalam. Mungkin juga kayak apa? Ini untuk muslim. Muslim membuat ni betul keluar. Да, Серега, впереди протест Сурьевича. Зачем протест? Если ты сильно ты не идешь, ты говоришь, ты сильно. Он на хуй бог. Он не будет как провокатор. Он не сидит. Да,
То все будут что-то. Тебе просто он то, сразу они нам отдали. Последний казали реально, да не надо все на это. Раз мы на сайте реально что он тут делал. А где бал верит, Так, начинаем схватку весовой категории до 55 килограммов. С красного угла Дархан Каримов, синего Юрий Винокуров. Оба Республика Саха-Якутия. Судьи просим на свои рабочие места. Какое настоящее? Ничего не делает. Что-нибудь он делает? Хотя бы что-нибудь он делает. Он просто стоял. Правило, мы это понимаем, что правило, смотрите, динамика это объясняет. Сегодня видео фаул, я увидел фаул. Балл ударил, слушай, балл ударил, да. Но когда динамику смотришь, на замедленном, накрывание не ожидается. Одно действие оценивается. Он что у нас не фаул, красный опасный не фаул даже. Они нам сразу нам не подходят. Мне там 4 раза Если манда, его баранкуем баран, перекати ему там он все баранки стоит. Опасно. Если бы он так, если бы красный ушел в опасное, там другой разговор был бы, понимаешь? Синий начал делать, он упал на лопатку. Красный прокрутился, на него Бербидин манна не. Баб Добросов тут нет, он бросает. Но мы не видим динамики. Вчера то же самое было. Нет, надо было наоборот, допустим, красному дал. А у меня там было, я дал красный, какая-то ситуация, я давал красный, Серега тоже дал. Минус дал, я дал красный. Там надо каждую ситуацию рассматривать.
Annemle de. Bravo. Bu, anne de, baba anne de istiyor. Yok istiyor. Bu, annemle bravo. Bu, baba gitti, gitti o. Ye, biliyor musun? Anne kendine. Чистую победу на туше одержал Юрий Винокуров и вышел в финал, полуфинал. За третье место. Финальные схватки пройдут ровно с 2 часов местного времени.
как попал заступая, ты наступай. Мы бар день, так камера мы добра так не хабаби. Понимаешь? Заступай там тут. Тут на перу. Заступ. Посуни там. Посуни там. Кого не дать, не дать. Дилектор не написано. Диле явно бегает вас таким лопату на пусто. Спадешь ты? И в лопашу не спадешь. Ну это уже... Вот, я бы это ты брали. Вот тут действие было. Для чего правильно? Динамика, динамика. Павел, он не буквально 4 года он ходил. Она работала на кассе, Павел. Вот мы с Белусом вчера были, такая же ситуация, один в один. Помнишь, была такая же ситуация, один в один? Он дал синему бал, я дал красному. Мы же челлендж не слышим. Такая же ситуация, один в один. Там оценили выход. Выход оценили того, которого бросали, понимаешь? Почему? Потому что он когда кидает даже, здесь тоже либо красному балл, либо 2 за накрывание. Здесь в любом случае либо 2 красного, либо 2 красного. Здесь не поспоришь с правилами не правила. Коля, причем он правильно но это правило, понимаешь? Я не засуживаю на твоего, я понимаю, это эмоции. У пациентов тоже эмоции. Но это правило, это не а он не позволил когда судить. Он тоже продумывал, как оценить ее. Он же не сразу оценил, он оценил потом действие, кумеков, какое действие. Арбитр дает действие, он динамику смотрит, его могут направить челлендж в виде. Он тоже не знает, что брать оценить. Такая запятовая ситуация запутана. Она всегда такая ситуация. Здесь арбитр, здесь вот только чисто вот просмотр, видите, они делают здесь может быть красный, либо 2 красных. Потому что сильно уже рискует ему танцеваться. Либо его накроют, либо он стоит. Это по правилам так, понимаешь. А он там на ковре был, красный-то впереди был. Вот, я толкаю Белуса, вот его. Белуса выкладывает. В борьбе, не важно, что там, я тебе образно говорю, в борьбе. Белуска первый пятый туда стоит, в зоне Виктора, понимаешь. Красный-то здесь находится. Там такая ситуация, это такие ситуации запнёт, именно вот такая ситуация произошла. И здесь, вот в этой ситуации, здесь либо 2 красных, либо 2 красных. Тут раздевание оценить. Вот что делать. Здесь никто никого не раздевание, только а оно оценивается одним действием. За ковром одним действием оценивается. Здесь по-другому не так. Not out of that. It's done to our room. Ini sangat praktek. Nanti ini saya matakan tu. Ini dia baru itu. Ini praktek. Ini
Başın trende.
Спасибо.
Спортсмен освобождаем ковер. Железной дороги Якутии! Братан! Ой. Судьи говорят, переходит ковер А. А и Б. Судьи говорят, С. Переходит ковры А и С. Б.
Начинаем международные соревнования по вольной борьбе среди юношей до 18 лет в честь олимпийского чемпиона, трехкратного чемпиона мира, заслуженного мастера спорта Советского Союза Павла Павловича Пенигина. На призы акционерной компании «Железные дороги Якутии». Весовая категория 42 килограмма. На ковре А. Григорий Томский, Дмитрий Сипцев, оба Республика Саха-Якутия. Борются за третье место. На ковре Б. Олег Кисляков, Уйгун Назара, оба Республика Саха-Якутия. Чистую победу на туше одержал Дмитрий Сипцев и занял третье место в весовой категории 42 килограмма.
Уважаемые болельщики, выйдите в трибуну, пожалуйста. Спортсмены, участники, тренера, просьба садиться в трибуну. Выходим все, остаются 2 секунданта и все. Спортсмены выходят в трибуну. Коля. Челлендж ковер Б. 2 балла красному, 2 балла красному. Челлендж выиграл. Чистую победу на туше одержал Ойгун Назаров, Республика Саха-Якутия, и занял 3-е место в весовой категории 42 килограмма. От Управления спорта Республики Казахстан представитель Казахстана Рахимжанов Марат хочет подарить олимпийскому чемпиону, трехкратному чемпиону мира, заслуженному мастеру спорта Павлу Павловичу Пенигину национальную посуду «Астал». В связи с тем, что они уезжают сейчас. Еще раз похлопаем, друзья. Итак, финал весовой категории 42 килограмма. На ковер вызывается
Александр Жданов, Сайдам Егоров, оба Республика Саха-Якутия. С красного угла Александр Жданов, с синего Сайдам Федоров. Саша, я же говорю, самый шустрый бурят из знакомых ты, а не Кирилл.
Победу одержал Сайдан Федоров, Республика Саха. И занял первое место в весовой категории 42 килограмма. Потерян посадочный талон на имя Балдана Жаргалова, Чита, Якутск. Просим подойти и взять с судейского стола. На ковре А. Михаил Сергеев, Леонид Иванов, оба Республика Саха. Весовая категория 45 килограммов. На ковре Б. Никита Элясов, Тускул Токусаров, оба Республика Саха, Якутия.
На ковре А победу одержал Михаил Сергеев, Республика Саха-Якутия, и занял 3-е место. На ковре Б победу одержал Никита Илясов и занял 3-е место в весовой категории 45 килограммов. Финальная схватка за 1-е место в весовой категории до 45 килограммов. Уюсхан Халгаев, Республика Саха-Якутия. Аралхан Кондогоров, Республика Саха-Якутия.
сведению участников, после этой схватки награждение чемпионов и призеров весовой категории до 42 килограммов. Чемпионы и призеры просим подойти к пьедесталу. Идите там бежите. Вот. Ha takım yerime. Kontroller çocuk. Победу одержал Уюсхан Халгаев, Республика Саха-Якутия, и занял первое место в весовой категории до 45 килограммов. Похлопаем, друзья. Через несколько минут награждение весовой категории до 42 килограммов. Просьба победителей и призеров подойти в зону награждения. Федоров Сайтан, Штанов Александр, Назаров Ойгун, Сипсов Дмитрий. Просьба подойти в зону награждения. Добрый день, уважаемые участники, судьи и гости. Начинаем торжественную церемонию награждения победителей и призеров международных соревнований по вольной борьбе до 18 лет в честь олимпийского чемпиона, трехкратного чемпиона мира, заслуженного мастера спорта СССР Павла Павловича Пенигина на призы акционерной компании «Железные дороги Якутии», посвященные столетию физкультурного движения в Республике Саха-Якутия. В весовой категории 42 килограмма награждение проводит заместитель генерального директора по стратегическому развитию акционерной компании «Железные дороги Якутии» Алексей Александрович Местников. Третье место заняли Дмитрий Сивцев, Республика Саха-Якутия, Уйгун Назаров, Республика Саха-Якутия. Второе место занял
килограмма стал Сайдан Федоров, Республика Саха-Якутия. Награждение проводит заместитель генерального директора по стратегическому развитию акционерной компании «Железные дороги Якутии» Алексей Александрович Весников. Слово предоставляется олимпийскому чемпиону, трехкратному чемпиону мира, заслуженному мастеру спорта СССР, президенту Олимпийского совета Республики Саха-Якутия Павлу Павловичу Пеникину. Дорогие спортсмены, тренеры, судьи, представители и почетные гости. Вот этот уже 6-й день мы здесь все общаемся, встречаемся, сражаемся. Сейчас мы наградили, вот начинаем награждать кадетов до 18 лет. И все участники, которые приезжие, они приехали за счет акционерной компании «Железные дороги Якутии». Приезжают, уезжают, все оплачивается железной дорогой. Правильно я говорю? Да. И размещается, питается тоже бесплатно. Таких аналогов нигде нету. Ни в России, ни в Европе, ни в мире, я хочу сказать. Вот такие щедрые мои генеральные спонсоры уделяют внимание для развития юношей, детей, молодежи. Это большое стоит. Чтобы наши юные мужчины, они знали, с чем занимаются, что делает, и становятся настоящими патриотами. Вот так. О, подтверждает. Так, говоря все это, уже который год мы это испытываем, такую помощь генерального директора Василия Владимировича Шумохина. Большая благодарность Алексею Александровичу Местикову. Благодарю лично вот здесь, что и хочу вручить медаль нашего турнира. Вот ты чемпион. Так держать. Я надеюсь, что в будущем также будет продолжаться ради наших детей, ради нашего будущего. Спасибо еще раз, дорогой. Добрый день, дорогие участники международного соревнования, организаторы, дорогие гости. От имени руководства и коллектива нашей компании я вас поздравляю с этим праздником спорта. Мы очень рады и гордимся, что вместе с нашим легендарным, дорогим Павлом Павловичем Пеникиным мы проводим столь значительное мероприятие. Для нас очень важно принимать участие по развитию детского, юношеского спорта. Ведь молодежь и дети – это наше будущее. И мы надеемся, что некоторые из этих детей пойдут по стопам нашего Павла Павловича. Отрадно видеть, что с каждым годом уровень нашего турнира становится все выше, количество участников все больше, и мы надеемся, что география последующим участников будет гораздо шире. Я поздравляю всех вас еще раз с праздником, желаю крепкого здоровья и ярких побед. И хочу воспользоваться, данным моментом, как говорится, юбилейная дата у Павла Павловича в этом году, 70 лет, хоть и поздно, но юбилейный год принято целый год, как говорится, праздновать. Поэтому от лица руководства нашей компании разрешите вручить вам, Павел Павлович, небольшой сувенир.
подстаканник с сапфиром на железнодорожную тематику с гравировкой поезда. Ну и, конечно же, приветственный адрес от генерального директора. Павел Павлович, будьте здоровы и желаю вам также успешно продолжать ваше очень благородное дело во имя развития спорта в нашей республике и, так сказать, юношеского спорта. Спасибо. Желаю процветания железной дороги Якутия. Уруй! Айкал! Уруй! Айкал! Уруй! Итак, весовая категория до 48 килограммов. На ковре А. Даржи Дугаров, Забайкальский край. Зелимхан Чане, Ингушетия. На ковре Б. Угонбаяр Буянхишик, Монголия. Илья Новгородов, Республика. На ковре А чисто техническую победу одержал Зелимхан Чане, Ингушетия. И занял 3-е место. Похлопаем, друзья, нашим гостям.
Челлендж ковер Б. Действие без оценки. Челлендж проигран. Еще балл длительно. Победу одержал Илья Новгородов, Республика Саха-Якутия. И занял третье место в весовой категории 48 килограммов. Финальная схватка на ковре Б. Агаширинов Агаширин, Московская область. Синего угла Денис Игнатьев, Республика Саха-Якутия. С красного угла представитель Москвы Агаширинов Агаширин. Синего представитель Республики Саха-Якутия Денис Игнатьев. Это финальная схватка в весовой категории до 48 килограммов. После этой встречи приготовиться к награждению. Весовая категория 45 килограммов. Уилсан Халдаев, Аралхан Контоборов, Никита Элясов, Михаил Сергеев. Просьба подойти в зону награждения. Победителю и призерам весовой категории 45 килограммов просьба подойти в зону награждения.
Победу одержал Агаширин, Москва, и стал чемпионом весовой категории до 48 килограммов. Похлопаем, друзья, за то, что приехали и поборолись. Вот. На пьедестал приглашается весовая категория 45 килограммов. на зону награждения весовой категории 45 килограммов. Михаил Сергеев. Категории 45 килограммов. Награждение проводит олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта СССР, президент Олимпийского совета Республики Саха-Якутия Павел Павлович Пенигин. Третье место заняли Михаил Сергеев, Республика Саха-Якутия, Никита Элясов, Республика Саха-Якутия. Второе место занял Арылхан Контагоров, Республика Саха-Якутия. И победителем весовой категории 45 килограммов стал Уискан Халгаев, Республика Саха-Якутия. Награждение проводит олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта СССР, президент Олимпийского совета Республики Саха-Якутия Павел Павлович Пенигин. Весовая категория до 51 килограмма. На ковре А. Эльдар Поднебесов, Тундульместников. Оба Республика Саха-Якутия. На ковре Б. Дмитрий Федоров, Вадим Придязников. Оба Республика Саха-Якутия.
На ковре А красного угла Эльдар Поднебесов, Республика Саха-Якутия. Из синего Кюндель Местников, Республика Саха-Якутия. На ковре Б с красного угла Дмитрий Федоров, синего Вадим Придязников. Оба Республика Саха-Якутия.
Раз. Челлендж КВБ. 2 балла красным, челлендж выигран. Победу одержал Вадим Предезников, Республика Саха-Якутия. На ковре А победу одержал Күндүл Местников и занял 3-е место. Финал до 51 килограмма. С красного угла представитель Тувы Иргит Эртине. Синего Алексей Фокинов, Республика Саха-Якутия. Дима! Приготовиться в весовой категории до 48 килограммов на награждение. Подойти к пьедесталу.
балла, если парк. Если парк, то еще балл. Если он парк ставит, то еще 2 балла. 2 балла. Челлендж ковер А. 4 балла красному, челлендж выиграл. Это еще не все кончено.
Челлендж ковер Б. Челлендж ковер Б. Действие без оценки. Балл красный. Победу одержал Иркит Эрпене, Тува, и занял первое место в весовой категории до 51 килограмма. Борцы веса до 48 килограммов просим подойти к пьедесталу. 48 килограммов. Награждение проводит заслуженный мастер спорта, победитель игр доброй воли Василий Николаевич Гоголев. Третье место заняли Зелимхан Чаниев, Республика Ингушетия, Илья Новгородов, Республика Саха-Якутия. Республика Саха-Якутия. И победителем весовой категории 48 килограммов стал Агаширинов, город Москва. Награждение проводит заслуженный мастер спорта, победитель игр доброй воли Василий Николаевич Гоголев.
борцы веса 55 килограммов. Юрий Винокуров, Роман Кириллин, оба Республика Саха-Якутия. На ковре Б. Эдуард Явловский, Республика Саха-Якутия. Эрдбени Сиденжапов, Республика Бурятия. На ковре Б борец красного угла, представитель Республики Саха-Якутия Эдуард Явловский. Синего Эрдбени Сиденджапов, Республика Бурятия. На ковре А борются борцы веса 55 килограммов. С красного угла Юрий Винокуров, синего Роман Кириллин, оба Республика Саха-Якутия.
На ковре А победу одержал Юрий Винокуров и занял 3-е место в весовой категории 55 килограммов. На ковре Б победу одержал Эрдени Сиденджапов, Республика Бурятия, и занял 3-е место в весовой категории 55 килограммов. На ковре Б финальная схватка весовой категории 55 килограммов. С красного угла Шамиль Чанев, Московская область. Синего Ахмад Мусахаджиев, Дагестан. Приготовиться на награждение весовой категории до 51 килограмма. Соотношение баллов в первом периоде 1-0 в пользу борца в синем трико.
Победу по баллам одержал Ахмат Мусхаджиев, Республика Дагестан, и занял первое место в весовой категории до 55 килограммов. Похлопаем борцам. Через несколько минут награждение весовой категории до 51 килограмма. В весовой категории 51 килограмм награждение проводит министр по физической культуре и спорту Республики Саха-Якутия Леонид Николаевич Спиридонов. Третье место заняли Хындуль Местников, Республика Саха-Якутия, Вадим Предезников, Республика Саха-Якутия. Второе место занял Алексей Фокинов, Республика Саха-Якутия. И победителем весовой категории 51 килограмм стал Эркине Иргит, Республика Тыва. Награждение проводит министр по физической культуре и спорту Республики Саха-Якутия Леонид Николаевич Спиридонов. Весовая категория до 60 килограммов. Ян Катакинов, Республика Саха-Якутия, Зарикто Бароев, Забайкальский край. На ковре Б. Алтаир Оюн, Республика Тува, Дмитрий Винокуров, Республика Саха-Якутия. Борцы борются за третье места. Итак, с красного угла Ян Катакинов, Республика Саха-Якутия. Синего Зарикто Бароев, Забайкальский край. А также на ковре Б с красного угла Алтаир Оюн, Республика Тува. Синего представитель Республики Саха-Якутия Дмитрий Винокуров.
Оголор, креслелерді таяқыты. Победу по баллам
одержал Оюн Алтаир, Республика Тува, и занял 3-е место в весовой категории до 60 килограммов. Челлендж ковер А. 4 балла синего, челлендж выиграл. Чисто техническую победу одержал Зарыкто Бароя, Забайкальский край, и занял 3-е место в весовой категории до 60 килограммов. На ковер Б вызывается финальная схватка весовой категории до 60 килограммов. Артур Макаров, Максим Григорьев, оба Республика Саха-Якутия. Приготовиться на награждение чемпион и призеры весовой категории до 55 килограммов. На шее, это и так меня на шее сидит.
Победу по баллам одержал Артур Макаров, Республика Саха-Якутия. Так. Весовая категория 55 килограммов на награждение. Весовой категории 55 килограммов награждение проводит старший тренер сборной команды России среди юношей до 18 лет, заслуженный тренер России Ислам Таймуразович Калаев. Третье место заняли Юрий Винокуров, Республика Саха-Якутия, Эрденис Денжапов, Республика Бурятия. Второе место занял Шамиль Чаниев, Московская область. И победителем весовой категории 55 килограммов стал Ахмад Мусахаджиев, Республика Дагестан. Награждение проводит старший тренер сборной команды России среди юношей до 18 лет, заслуженный тренер России Ислам Таймуразович Калаев. На ковре А. Весовая категория до 65 килограммов. Вадим Винокуров, Данил Егоров, оба Республика Саха-Якутия. На ковре Б. Артур Попов, Байхан Ефремов, оба Республика Саха-Якутия. Весовая категория до 65 килограммов.
На ковер А. Доктор, пожалуйста. На ковре Б победу одержал Артур Попов, Республика Саха-Якутия, и занял 3-е место в весовой категории до 65 килограммов.
Чисто техническую победу одержал Вадим Винокуров и занял третье место в весовой категории до 65 килограммов. На ковер Б. Финальная схватка в весе до 65 килограммов. Намсараев Жамбал, Забайкальский край. Сергей Некрасов, Республика Саха-Якутия. Итак, с красного угла представитель Забайкальского края Жамбал Намсараев. Синего представитель Республики Саха-Якутия Сергей Некрасов. Весовая категория до 65 килограммов. Приготовиться на награждение чемпион и призеры весовой категории до 60 килограммов. Просим подойти к пьедесталу.
На ковре Б победу одержал Жамбал Мамсараев и занял первое место в весовой категории до 65 килограммов. Представитель Забайкальского края. Похлопаем, друзья. Весовая категория 60 килограммов на награждение. Представитель Забайкальского края, подойдите к судейскому коллегию. Представитель Забайкальского края, просим подойти в судейскую коллегию. В весовой категории 60 килограммов награждение проводит мастер спорта СССР Валерий Николаевич Семенов. Третье место заняли Зарикто Бароев, Забайкальский край, Алтаир Аюн, Республика Тыва. Второе место занял Максим Григорьев, Республика Саха-Якутия. И победителем весовой категории 60 килограммов стал Артур Макаров, Республика Саха-Якутия. Награждение проводит мастер спорта СССР Валерий Николаевич Семенов. Мастер спорта СССР по шахматам Валерий Николаевич Семенов. Слово предоставляется олимпийскому чемпиону, трехкратному чемпиону мира, заслуженному мастеру спорта СССР, президенту Олимпийского совета Республики Саха-Якутия Павлу Павловичу Пенигину. Валерий Николаевич, мен однокласснигі, институт физкультуры биге однокурсники. Минер кыйлады. Киевте институт физкультуры биге. Кені воспитатель мені кіз болады. Онтан кені бұл тренер болды. Даже шахматқа кені тренер болды. Үддік, он именно бүгін Трявкина. Сегодня у него юбилей 70 лет. 6 июля 2023 года. Поздравляем Валерия Николаевича, моего одноклассника, друга. Он был чемпионом Гибрахтавит, Пенемку Дугу Гибрахтавит.
Подарки чемпиона. На ковер А вызывается представитель Таджикистана Алиризо Бахромов. Синего угла представитель Республики Саха-Якутия Алексей Захаров. На ковре Б с красного угла Данил Прокопьев. Синего Давид Чириков. Оба представителя Республики Саха-Якутия. Чисто техническую победу одержал Давид Чириков, Республика Саха-Якутия. Занял третье место в весовой категории до 71 килограмма.
Победу одержал Алексей Захаров и Республика Саха-Якутия и занял третье место в весовой категории до 71 килограмма. На ковре Б финальная схватка до 71 килограмма. С красного угла представитель Республики Дагестан Алибар Хатчиев Магомед. Синего представитель Республики Крым Кажаров Ислам. Двойной зачет Кабардино-Балкария. Республика Кабардино-Балкария. Приготовиться на награждение весовой категории до 65 килограммов. Чемпион и призеры. Пожалуйста, просим подойти на пьедесталу. Здесь мальчик ищет отца Айтал Алексеевич. Просим подойти к судейскому столу. Айтал Алексеевич, просим подойти к судейскому столу. Вас ждет сын.
Победу одержал Ислам Кажаров, представитель Республики Крым. Параллельный зачет Кабардино-Балкария. Похлопаем нашим гостям за красивые схватки, за то, что они так приехали, погостили у нас. Сейчас начнется награждение весовой категории до 65 килограммов. Михайлов Айтал Алексеевич, просим подойти к судейскому столу. Ваш сын ждет здесь у нас. Айтал Алексеевич. В весовой категории 65 килограммов награждение проводит старший тренер сборной команды России до 18 лет Алексей Николаевич Серенов. Третье место заняли Вадим Винокуров, Республика Саха-Якутия. Артур Попов, Республика Саха-Якутия. Второе место занял Сергей Некрасов, Республика Саха-Якутия. И победителем весовой категории 65 килограммов стал Жамбал Намсараев, Забайкальский край. Награждение проводит старший тренер сборной команды России до 18 лет Алексей Николаевич Серенов. Ковер А. Вызываются борцы веса 80 килограммов. Владимир Басов, Тулуйхан Никитин. Оба Республика Саха-Якутия.
На ковер Б. Артур Слепцов, Республика Саха-Якутия. Беликто Лшхама Жапов. Забайкальский край. Итак, на ковре А синего угла представитель Республики Саха-Якутия Владимир Басов, синего Тулуйхан Никитин. На ковре Б Артур Слепцов, Республика Саха-Якутия, и представитель Забайкальского края Мажапов Беликтов, Забайкальский край. Чисто техническую победу одержал Беликто Лхамажапа, Забайкальский край, и занял третье место в весовой категории до 80 килограммов.
На ковре А победу одержал Владимир Басов и занял третье место в весовой категории до 80 килограммов. На ковре А финальная схватка за первое место вызывается представитель Республики Дагестан Магомед Идрисов. Синего представитель представитель Республики Бурятия Тумен Дондоков. После этой схватки будет награждение весовой категории до 71 килограмма. Чемпион и призеры просим подойти к пьедесталу. После первого периода соотношение баллов 5-2 в пользу борца в красном трико.
Челлендж ковер Б. 4 балла красному, 2 балла синему. Челлендж выиграл. Чисто техническую победу одержал Магомед Идрисов, Республика Дагестан, и занял первое место в весовой категории до 80 килограммов. Час награждения в весовой категории до 71 килограмма. Награждение проводит министр по физической культуре и спорту Республики Саха-Якутия Леонид Николаевич Спиридонов. Третье место заняли Алексей Захаров, Республика Саха-Якутия, Давид Чириков, Республика Саха-Якутия. Алибахарчиев,
победителем весовой категории 71 килограмм стал Ислам Кажаров, Республика Крым. Награждение проводит министр по физической культуре и спорту Республики Саха-Якутия Леонид Николаевич Спиридонов. Вызываются борцы веса 92 килограмма. Тимур Гоголев, Степан Иванов. Оба представителя Республики Саха-Якутия. На ковре Б. Толбон Спиридонов, Гарик Кондаков. Оба представителя Республики Саха-Якутия. С красного угла Тимур Гоголев. На ковре А. Синего Степан Иванов. Оба представителя Республики Саха-Якутия. На ковре Б. С красного угла Толбон Спиридонов. Синего Гарик Кондаков. Представители Республики Саха-Якутия.
Чисто технически победу одержал Гарик Кондаков, Республика Саха-Якутия, и занял третье место в весовой категории до 92 килограммов. Чисто техническую победу одержал Степан Иванов, Республика Саха-Якутия, и занял третье место в весовой категории до 92 килограммов. На ковре Б. Финальная схватка весовой категории 92 килограмма. С красного угла представитель Приморского края Никита Шатохин. Синего представитель Москвы Алимирза Абдулкадиров.
Приготовиться на награждение чемпион и призеры веса 80 килограммов. Просим подойти к пьедесталу. Победу одержал Алимирза Абдулкадиров и занял первое место в весовой категории до 92 килограмма. Награждение в весовой категории до 80 килограммов. Проводит старший тренер Республики Саха-Якутия по вольной
вольной борьбе до 18 лет Семен Петрович Сивцев. Старший тренер Республики Саха-Якутия по вольной борьбе до 18 лет Степан Петрович Сивцев. Третье место заняли Владимир Басов, Республика Саха-Якутия. Беликто Узама Рапов, Забайкальский край. Второе место занял Тюмен Дондоков, Республика Бурятия. И победителем весовой категории 80 килограмм стал Магомед Идрисов, Республика Дагестан. Награждение проводит старший тренер Республики Саха-Якутия по вольной борьбе до 18 лет Степан Петрович Сивцев. В весовой категории до 110 килограммов схватки будут проводиться на 2 коврах. Пятый круг. На ковре А Василий Охлопков, Леонид Нестеров, оба Республика Саха-Якутия. На ковре Б Эрчимен Соловьев, Михаил Николаев, оба Республика Саха-Якутия. Чистую победу на туше одержал Леонид Нестеров и Республика Саха-Якутия. Михаил Николаев, простите, Республика Саха-Якутия. Нету, говорит. Лучше. А ты много колен раз. Потом не получилось, мы не знали, там потом штык какой-то.
второй говоришь, нет. Не знаю, где. Так все отдавал, потом капитан, Выйти отправлять, он получил, мы не знали, мы нас сделали, ничего не было. Там никого не было говорить, кто-то подошел, и мы отдали. Я же вчера... Так, никто не подошел. Подожди. Нет, подожди, вот. Он отдал что-то. Нет, После этой схватки приготовиться на награждение борцам веса 92 килограмма. Он не сказал там, Борцы веса 92 килограмма просим подойти к пьедесталу. Чемпион и призеры. Победу одержал Василий Охлопков. Вес 110 килограммов. Приготовиться в весовой категории до 38 килограммов. В категории килограмма. Награждение проводит старший тренер Республики Саха-Якутия по вольной борьбе до 16 лет Кузьма Афанасьевич Сивцев. Третье место заняли Степан Иванов, Республика Саха-Якутия. Гарик Кондаков, Республика Саха-Якутия. Второе место занял Никита Шатухин, Приморский край. И победителем весовой категории 92 килограмма стал Алимирза Абдулкадиров, Москва. Награждение проводит старший тренер Республики Саха-Якутия по вольной борьбе до 16 лет Кузьма Афанасьевич Сивцев.
Весовая категория до 38 килограммов. Эрхан Николаев, Антон Голиков. Оба Республика Саха-Якутия. На ковре Б. Андрей Потапов, Республика Саха-Якутия. Аламжа Базаров, Забайкальский край. Итак, на ковре А борются борцы веса до 38 килограммов. С красного угла представитель Республики Саха-Якутия Эрхан Николаев. Синего Антон Голиков, Республика Саха-Якутия. На ковре Б борются с красного угла Андрей Потапов, Республика Саха-Якутия, и синего представитель Забайкальского края Аламжа Базаров. Победу на ковре А одержал Антон Голиков и занял третье место в весовой категории до 38 килограммов. Забыли победить?
Чистую победу на туше одержал Андрей Потапов, Республика Саха-Якутия, и занял 3 место. Вызываются борцы финальной схватки весовой категории до 38 килограммов. Аюр Минжурдоржин, Забайкальский край, Аюш Кужигет, Тува. Трикратного чемпиона мира, заслуженного мастера спорта Паула Паула Пенигина. Поплокаем.
Таймуразович Калаев. Третье место занял Михаил Николаев, Республика Саха-Якутия. Второе место занял Василий Охлопков, Республика Саха-Якутия. И победителем весовой категории 110 килограмм стал Рахман Малахметов, Республика Дагестан. Награждение проводит старший тренер сборной команды России среди юношей до 18 лет. Заслуженный тренер России Ислам Таймуразович Калаев. Весовой категории 38 килограмм награждение проводит начальник отдела проведения спортивных мероприятий Иннокентий Петрович Макаров. Третье место заняли Антон Голиков, Республика Саха-Якутия. Андрей Потапов, Республика Саха-Якутия. Второе место занял Аюр Минзургаржин, Забайкальский край. И победителем весовой категории 38 килограмм стал Аюлуш Жугер, Республика Тыва. Награждение проводит начальник отдела проведения спортивных мероприятий Республиканского центра подготовки спортивного резерва Иннокентий Петрович Макаров. На этом торжественная церемония международных соревнований по вольной борьбе до 18 лет в честь олимпийского чемпиона, трехкратного чемпиона мира, заслуженного мастера спорта СССР Павла Павловича Пеникина на призы акционерной компании «Железные дороги Якутии», посвященные столетию физкультурного движения в Республике Саха-Якутия, завершается. Поздравляем победителей и призеров с достойной победой и желаем всем успехов, удачи и дальнейших побед.